think today's subject, which I've been told to speak on, is Savitri and the current world situation. Сегодня меня попросили поговорить на тему Савитри, эпическая поэма Шри Ауробиндо и современная ситуация в мире. It may be interesting to note that during the First Great War, when the fumes of the Great War were swallowing the world, Shri Aurobindo was busy giving message of hope and light through the pages of the Arya. Интересно отметить, что в то время, когда разразилась Первая мировая война и она охватила мир, Шри Ауробиндо был занят тем, что открывал свое послание для человечества в ежемесячном обозрении, которое он публиковал в то время под названием «Ария». Again, during the Second Great War, when the poison, the worst that came out of the human consciousness, Shri Aurobindo was once again busy with Savitri, which he regarded as his most important work. И опять же, в то время, когда мир поглощала Вторая мировая война и поднялся весь этот яд из подсознания, отравлявший сознание человечества, во время Второй мировой войны Шри Ауробиндо снова продолжал такую работу, и в это время он создавал Савитри. Именно во время Второй мировой войны создана, наверное, большая часть Савитри, и которая считается главным откровением, главной работой Шри Ауробиндо. We may be quite justified to say that in the thick of the night, Shri Aurobindo was invoking Savitri, the light of the Supreme. И мы можем, наверное, с уверенностью сказать, что вот в этой сгустившейся тьме Шри Ауробиндо не сзывал этот мир, не изводил спасительную милость и свет Савитри. Was he oblivious of all that was going around, sitting in a room in Poндичерри, or was he fully aware of all the darkness that was threatening to swallow and destroy mankind and all its cherished ideals? И было ли ему все равно, и он просто находился в уединении в своей комнате, забыв о том, что происходит в мире, не обращая на это никакого внимания, или же он сознавал то, что происходит в человечестве, всю эту тьму, которая грозила поглотить человечество, и все эти идеалы, которые человечество взращивало, к которым устремлялось веками и тысячелетиями. We know the help and the work of Shri Aurobindo during the Second Great War. Мы знаем, что помощь и работа Шри Ауробиндо в течение Второй мировой войны. When Kishore Gandhi asked him about the world situation at that time, that was 1947 or so, 47 or 48, Shri Aurobindo replied, когда Кишор Ганди спросил в то время Шри Ауробиндо, 47 or 48. Это было примерно в 47 или 48 году, он спросил Шри Ауробиндо о современной ситуации в мире. Shri Aurobindo replied, I am afraid I cannot hold out anything but cold comfort. Шри Ауробиндо ответил, боюсь, что не могу предложить ничего большего, как только холодный комфорт или холодное утешение, умиротворение. Things are bad. They may grow worse or worse than worst, if that were possible. Положение дел скверное и может стать в любой момент еще хуже или даже хуже, чем самое худшее, если это возможно. But as in yoga of the individual, so also in the collective yoga of the world, one has to go through these passages. Но так же, как это происходит и в индивидуальной йоге, так же и
на коллективном уровне необходимо бывает проходить через вот такие периоды. All who have seen the light know about this. Все, кто увидели свет, знают об этом. And then he gave a very beautiful, ended with a very nice sentence. Remain firm through the night, and the light will conquer. И далее он завершает это свое письмо прекрасными строками. Оставайтесь стойкими в ночи, и свет победит. He had seen worse. He had seen the very reason of all this darkness that threatens mankind from time to time. Шри Ауробиндо видел самое худшее. Он видел воочию весь этот мрак, который угрожает человечеству и время от времени грозит поглотить его. He had seen it not only as it appears on the surface, but at its very roots. И он видел его, этот мрак, не только так, как он выглядит на поверхности, но он видел его в самых его корнях, в самых недрах, в основании этой тьмы. The roots from where this darkness draws its strength and nourishment. Те корни, откуда этот мрак извлекается, через которые питается этот мрак, которыми он питается или которые его питают. In his poem A God's Labor, he says, he writes, В своем стихотворении или поэме «Труд божества» он пишет: On a desperate stair my feet have trod. По лестнице отчаяния или такой обреченной отчаянной лестнице прошли мои стопы. I have heard the black mass bell. И я услышал колокол черной мессы, черную колокольную мессу. I have seen the place where her agonies part. Я узрел то место, откуда проистекают ее муки. And the inner reason of hell. И внутреннюю причину ада. I saw that a falsehood was planted deep. Я узрел, что ложь внедрилась, пустила свои корни глубоко. At the very root of things. И в самую причину, в самое основание вещей. And yet, at the end of the poem he writes, gives us hope. He sees the radiant children of paradise. И все же в конце этой поэмы он дает нам обнадеживающее заверение. Он видит светоносных детищ рая. Come down upon earth, clarioning darkness end. Которые не сходят на землю, возвещая конец мрака. So what did he see? И что же он видел? We'll just read a little bit of what Shri Aurobindo saw. Then probably the present situation will look very, very beautiful compared to that. Сейчас мы можем прочитать, что же видел Шри Ауробиндо, и, возможно, в сравнении с этим современная ситуация в мире покажется нам просто прекрасной. I'll read some passages from what Shri Aurobindo saw when he descended into the world of night and falsehood. Я прочитаю отрывки, которых Шри Ауробиндо описывает то, что он видел, когда не зашел в мир зла, тьмы и лжи. Page 207, and he sees it from step to step. Страница 207, если у кого-то есть Savitri, и он видит, это открывается ему шаг за шагом последовательно. The various kinds of falsehood that govern the world today. Различные виды типа лжи, которые сегодня правят миром. Some that we recognize and some that we do not recognize. Некоторые из них мы осознаем, видим, некоторые нет. So, what I am reading now is a small passage, things which we do not recognize as falsehood, but is still falsehood wearing a mask of truth. Даже то, что мы сейчас, казалось бы, не считаем ложью, в действительности, по описанию Шри Ауробиндо, становится ясно, что это ложь, которая облачена в личину истины, в маску истины.
ее кажущаяся истинность — это лишь маска. The fiend was visible but cloaked in light. Дьявол был зрим, но облачен в свет. He seemed a helping angel from the skies. Он казался помогающим ангелом с небес. He armed untruth with the scripture and the laws. Он облачил неистину или в доспехи, или дал неистине оружие закона и Писания. He deceived with wisdom, with virtue slew the soul. Он обманывал мудростью и добродетелью убивал душу. And led to perdition by the heavenward path. И путем, ведущим, казалось бы, в небо, вел к погибели. Can we recognize some forms of cults? Можно Coming out of- различить за этим определенные виды культов, которые были или существуют. Next page. И на следующей странице. All who were there, these are not continuation. I am reading bits and passages, different kinds of darknesses that are today engulfing the world. Это не то, что последовательное описание, я читаю только отдельные отрывочки, в которых описываются вот эти виды или проявления мрака, которые сегодня правят миром. All warred against all, but with a common hate. Все бились против всех, но и объединяла их всех только общая ненависть друг к другу. Truth was exiled, lest she should dare to speak. Истина была изгнана, чтобы она не посмела заговорить. And hurt the heart of darkness with her light. И поразить сердце мрака своим светом. Then he writes, then the scene changed, but kept its dreadful core. И вот эта сцена, где он находился, изменилась, но сохраняла свое ужасающее ядро, свою ужасающую суть. A capital was there without a state. Там находилась, предстала столица, в которой не было государства. It had no ruler, only groups that strove. Там не было правителя, лишь разрозненные группы, которые сражались и боролись друг с другом. He saw a city of ancient ignorance. Он узрел град древнего неведения, Founded upon a soil that knew not light. основанный на земле, на почве, основании, которое не ведало света. There each in his own darkness walked alone. Там каждый брел в одиночку, в собственном мраке. Only they agreed to differ in evil's paths. They agreed to differ in evil's paths. Они соглашались различаться лишь путями зла, различными путями зла. Это было единственное различие между ними. To live in their own way, for their own selves. И соглашались в том, чтобы жить по-своему, своим путем и лишь для своего я, для себя. Or to enforce a common lie and wrong. Или же налагали силой, навязывали общую ложь и неистину, неправду, неблаго. Their ego was lord upon his peacock seat. Sri Aurobindo has sometimes a gentle touch of humor, ironical humor. Even in Savitri you will find it. Very interesting. Иногда Шри Ауробиндо в его даже серьезных таких произведениях, казалось бы, описаниях присутствуют такие прикосновения юмора, иронии. Вот здесь и в Савитри тоже можно это встретить. Their ego was lord upon his peacock seat. Здесь эго восседало как правитель, Господь на своем павлинопером или павлиньем троне, престоле. And falsehood sat by him, his mate and queen. И рядом с ним восседала ложь,
как его спутница и царица. The world turned to them as heaven to truth and God. The world turned to them as heaven to truth and God. И мир обращался к ним как небо к истине и Богу. Injustice justified by firm decrees. Несправедливость была введена в ранг закона жесткими указами. The sovereign weights of errors legalized trade. The sovereign weights of errors legalized trade, but all the weights were false and none the same. These two lines will go together. In this context, what he's saying is that, error was justified by kind of rule, but it was made to appear as if what was being done was justice. Yes, that it's like when you weigh. In this context, weigh means something. Weight here is that, when you measure things, like measure people or. But all the weights were false. Но все мерила были ложными, и ни одно из них, или как... What applied to one was not applied to another in human beings. Как такие царственные мерила, ошибки сделали эту торговлю законом легальной, но все эти мерила были ложными, и ни одно из них не было одним и тем же. То есть все то, что кажется незыблемые устои, мерила, все это менялось как захотелось, как нужно ради правления лжи, ради цели лжи. A few lines below, there was no altar raised to liberty. Не было ни одного алтаря, воздвигнутого свободе. True freedom was abhorred and hunted down. Истинную свободу ненавидели и за ней охотились, устраивали гонения. Harmony and tolerance nowhere could be seen. Нигде нельзя было увидеть ни гармонии, ни... Nowhere could be seen. Harmony and tolerance nowhere could be seen. Терпимости, ни гармонии, ни терпимости нигде не было. I'm just. Можно попросить после того, как кусочек прочитан и переведен, читать его еще разочек целиком только на английском? Step by step. Oh, sure, I'll do that. Yes, exactly. In booths of sin and night repairs of vice. How do you translate it? In booths of sin and night repairs of vice. Okay. Styled infamies of the body's concupiscence and sordid imaginations as in flesh, turned lust into a decorative art. Concupiscence, I even don't No, know. we can say that, Sri Aurobindo is describing Times Square in New York, where all this, tattoo in the bodies and everybody is moving around, Как описание того, как вот сейчас в Америке, там, в Нью-Йорке люди ходят вот в этих татуировках, там, all kinds of imagination turning into a decorative art. Эти, как низменные, как похоти и воображения тела были обличены или обращены в декоративное искусство, в искусство украшающее. Grey, foul inventions, gruesome and macabre, came television from the gulfs of night. Television is also there. Надо же слова, какие слова. Я даже не помню. Everything he has seen
Even art is distorted into something dark and ugly. Grey, foul inventions, gruesome and macabre. What page is this? This is on page 212. 212. Серые, грязные изобретения, жуткие и мрачные, From the gulfs of night. как телевещались из бездны ночи. Транслировались. Если было так, Yes, it goes about art where То, что сейчас natural forms are lost. телевидение происходит. Причем All вечно вот это natural слово forms are употребляет lost. телевидение, хотя это написано в 30-е годы. Вот эти. Там еще есть одно место, где Magic Television Eye. Yes. А the magic television. In fact, the next couple of lines below, impatient of all natural shape and poise, a gape of nude, exaggerated lines gave caricature a stark reality. You know, many of the modernist paintings are like that. We don't even recognize that there is anything wrong with it. Impatient of all natural shape and poise, a gape of nude, exaggerated lines gave caricature a stark reality. Настолько вообще образы такие невероятные. Не в силах выносить какой-либо естественной формы и позы, там, равновесия, как зевок или из такой разверстая, как пасть. Art was a distortion of nature, not showing the beauty hidden behind it. Обнаженных или голых, преувеличенных, таких раздутых строк. It became a means to express the ugliness and not the beauty of it. Превращали карикатуру в жуткую застывшую реальность. То есть искусство начинает искажаться вот в такие какие-то жуткие карикатуроподобные. Но вот что мы сейчас видим в мире, в этих проявлениях так называемого современного искусства. I remember there were some lines about Inferno's art. Yeah. It's in this. Very strong. I'm deliberately skipping many pages because they speak of such darkness. But These are a new aesthesis of Inferno's art that trained the mind to love what the soul hates, imposed allegiance on the quivering nerves, and forced the unwilling body to vibrate. okay, then page 225. 225 страниц. Offspring of the gulfs, agents of the shadowy force, haters of light, intolerant of peace. Как потомки или как порождение бездны, посланцы темной силы, мрачной силы, ненавистники света, не терпящие покоя. A few lines below, the doors of God they have locked with keys of creed. Двери Бога они закрыли ключами догм. And shut out by the law his tireless grace. И отгородились законом от его неустанной милости. Along all nature's lines they have set their posts and intercept the caravan of light. Wherever the gods act, they intervene. Вдоль границ всей природы, всех границ природы, они установили свои посты и перехватывают караваны света. At one place, И где бы ни совершали свое деяние боги, эти силы обязательно вмешиваются. at one place he also writes, all the world's shrines they have occupied. И в другом месте он пишет, что они заполонили все святилища мира. And the mother speaks of having visited a place of worship where she sees a huge black spider
was absorbing all the vital energy of those who were going there for fulfilling their desires, and people thought that they were going to a, godly place. Где-то мать писала о таком каком-то месте посещения, как святом каком-то. Нотр-Дам де Париж, скорее всего. Нотр-Дам де Париж. Я читал это, да. Она не указывает, в каком-то соборе, да, там она видела огромного паука, который питался энергиями людей, которые туда приходили молиться об исполнении. And it is in many places. So и это во многих местах происходит. I'll read these lines again. Offspring of the gulfs, agents of the shadowy force, haters of light, intolerant of peace, aping to the thought the shining friend and guide, opposing the heart the eternal will, they veil the occult uplifting harmonist. His wisdom's oracles are made our bonds, the doors of God they have locked with keys of creed, and shut out by the law His tireless grace. Along all nature's lines they have set their posts and intercept the caravans of light. Wherever the gods act, they intervene. So when we walk on this path and want to create something beautiful, we must know that there are these fellows watching, ready to act. We have to keep such a vigil. Нужно быть очень бдительными, как всегда, когда мы совершаем какую-то работу света. Эти посланцы тьмы обязательно пытаются вмешаться, и помешать этому нужно очень сохранять бдительность и всегда помнить об этом. So when this passage comes in our individual and collective life, what is to be done? We just read quickly, and before we go to the current situation, page 211. Only were safe who kept God in their hearts. Page 211. I will read my translation. Only were safe who kept God in their hearts. Спаслись или в безопасности были лишь те, кто сохранял Бога в сердце. Courage their armor, faith their sword, they must walk. Смелость их доспех, Faith their sword, they must walk. вера их меч, и так они должны продвигаться и идти вперед. The hand ready to smite, the eye to scout. С рукой наготове, готовые разить, и око постоянно бдящие очи. Casting a javelin regard in front. Бросая снова и снова свой взор, устремляя взор вперед, словно копье. Heroes and soldiers of the army of light. Герои, солдаты, воины армии света, воинства света. Сейчас я прочитаю поэтический перевод, poetic translation. Лишь те спаслись, кто помнил сердцем Бога. В броне отваги, веры меч на страже, разить готова длань, не дремлет око. Вперед, метая стрелы зорких взглядов, они должны идти упорно, дружины света, воины-герои. So what the CIA, KGB and RAW together could not find, Aurobindo knew it sitting in his room, and we will read that now. То, что все КГБ, CIA, в общем, все эти службы безопасности мировых держав не смогли разыскать и разведать, Шри Ауробиндо все это видел, сидя у себя в комнате в Пондичерри в уединении. Look at these lines on page 226. 226, last two lines. As in a studio of creative death, the giant sons of darkness sit and plan the drama of earth, their tragic stage.
укрывшись масок мертвенных бронёю, как в студии у режиссера смерти, сыны, гиганты мрака затевают земную драму, горький свой спектакль. All who would raise the fallen world must come under the dangerous arches of their power, for even the radiant children of the gods to darken their privileges and dreadful right, none can reach heaven who has not passed through hell. Все, кто хотят возвысить падший мир, должны войти под своды их всемощи. Ведь даже лучезарных чад богов во мрак повергнуть им дается право. Нельзя достичь небес, минуя ад. That's why so much courage and faith is needed on the path. Вот почему такая смелость и такая вера нужны на пути. If we want to escape individually from the world into some nirvana, there is no resistance offered, except little bit by our own nature. Если перед человеком стоит цель просто оставить, покинуть этот мир и уйти в какую-то нирвану, уйти из этого мира, то вот такого сопротивления он встречает, есть лишь небольшое сопротивление его собственной природы. But if you want to establish the kingdom of heaven, the world of truth and beauty and light upon earth, all the forces of the world will oppose it. Но если вы хотите установить Царство Небесное, Царство Света на земле, то все силы тьмы, все силы лжи будут противостоять вам. Individual escape means one person escapes from a dark territory, but transformation means that the reign of darkness has to end. It's not in Savitri. Yeah. Individual escape means one person escapes from the dark territory, but transformation means the reign of darkness must end. Если индивидуальное спасение означает, что кто-то просто убегает, ускользает вот с этой темной территории, а трансформация означает, что само царство мрака должно закончиться. So now we know what we are in for. Так что теперь мы знаем, во что мы ввязались, для чего мы здесь. Finally, did Shri Aurobindo knew about terrorism and all this? Any idea that time? Знал ли Шри Ауробиндо в то время о терроризме? Я прочитаю отрывок. If you read this passage, we will remember something. I'll not take the name of what place Shri Aurobindo is describing, but those who have known something about the world geography of religious places will understand. Okay? So, page 228. 228. This was religion, this was nature's rule. Такова была религия, таково было правило или управление природой. In a fell chapel of iniquity, to worship a black, pitiless image of power, kneeling one must cross hard-hearted stony courts, a pavement like a floor of evil fate. В безжалостной часовне беззакония, чтоб силы черный бессердечный лик почтить, колено преклонясь, ползти в жестоких залах должен, как через мостовую злой судьбы. And from a few lines below, and from each window peered an ominous priest,
chanting Te Deums for slaughter's crowning grace. Из каждого окна взирал зловещий жрец и возносил Тедеум царской милости резни. Тедеум — это в латинском богопении, как «хвалим тебя, Бога». Uprooted cities, blasted human homes, burned writhen bodies, the bomb shells massacre. Our enemies are fallen, they sang. All who once stayed our will are smitten and dead. How great we are, how merciful art thou. Возносили вот такие, как хвалы, как Богу, царской милости, резни, городам погубленным, разрушенным жилищем, сожженным, скорченным телам, бойни бомб. Враги повержены, так они пели. Те, кто обуздывали нас, все насмерть сражены. Как мы грозны, как мягкосерден ты. Thus thought they to reach God's impassive throne and Him command whom all their acts opposed, magnifying their deeds to touch His skies and make Him an accomplice of their crimes. Так мыслили они достичь престола Бога и властвовать над Ним, хотя все их деяния противостояли Ему, Его воле. Свои деяния раздув, возвеличив до небес Его, чтобы сделать Его соучастником своих злодейств. Now, what Shri Aurobindo did was, when he saw this darkness, horror, I think we have only read it in newspapers. Shri Aurobindo has experienced it in the grim earnest, in its nude form as consciousness. And he plunged into that darkness to see what was happening out there in the root of things. Мы об этом в основном читаем только в газетах, а Шри Ауробиндо не просто видел это, он пережил это во всей сути, во всей тотальности, во всей обнаженной реальности этого зла, этого мрака. И он погрузился в него, пошел в этот мрак, в это зло, в эту ложь, чтобы достичь ее дна и открыть, что же служило причиной всего этого. It is as if the Creator knew not what creation has come out of him. Потому что все выглядит так, что словно бы Творец не знал, что же за творение у него получилось, из него изошло. But when he goes there to wake up the being who is sleeping, he discovers something very interesting, and that gives us hope. Шри Ауробиндо, when he went down there, Down there into the, he found a being. he found the being who was sleeping. И когда Шри Ауробиндо достиг дна вот этой тьмы, там он обнаружил спящее существо. Это очень интересно. This is a vision also described by the mother. И мать тоже описывает это видение. So we'll read now these lines. Into the abysmal secrecy he came, page 231. Into the abysmal secrecy he came. It's just a page before the end of this canto. Where darkness peers from her mattress, grey and nude, and stood on the last locked subconscious floor, where being slept unconscious of its thoughts, and built the world not knowing what it built. There, waiting its hour, the future lay unknown. There is the record of the vanished stars. There, in the slumber of the cosmic will, he saw the secret key of nature's change. В бездонную загадку он вошел, где возлежала тьма на жестком ложе, в своей бесцветной, тусклой наготе, и стал на пол последний подсознания, где бытие спало, не сознавая мыслей,
и возводила мир, не ведая о том. Там до поры грядущее сокрыто, там летопись давно угасших солнц, там в самых недрах сна вселенской воли узрел он ключ к преображению мира. So yesterday when speaking of the mantra Asado Ma Sadgamya, we were saying that another sense of this mantra is take me to the light that is hidden in the cloak of darkness. Вчера мы, когда говорили про мантру Асадо Ма Садгамая, мы говорили, что у нее есть помимо вот первого самого известного и другое значение «возьми, забери меня в тот свет, который скрыт под покровом тьмы». So here that sense is revealed to us. И здесь вот этот смысл раскрывается для нас. He saw in night the eternal's shadowy veil, knew death for a cellar in the house of life, in destruction felt creation's hasty pace, and hell as a shortcut to heaven's gates. В ночи узрел он вечного покров, познал, что смерть — подвал жилища жизни, уничтожение — скорый шаг творения, и ад — кратчайший путь к вратам небес. Does it give hope? Дает ли нам это надежду? Shri Aurobindo had seen the darkness and he has also seen the light that is at the core of this darkness, Шри Ауробиндо waiting to emerge. воочию узрел, воочию видел этот мрак, но он увидел и свет, скрытый в ядре этого мрака, и который проявится оттуда. И надежда в том, что он проявится. And that is why when the fumes and poison of the world war were threatening the world, Shri Aurobindo was busy on one side bringing that light from above and pulling that light from below. И вот почему, когда вот эти миазмы, этот яд мировых войн отравлял человечество, его сознание, его жизнь, Шри Ауробиндо был занят тем, что с одной стороны низводил этот свет свыше, из высших планов, и с другой стороны вытягивал его из мрака, со дна этой тьмы. Thus he could give us the integral knowledge. Поэтому и таким образом он смог дать нам такое целостное, всеобъемлющее, интегральное знание. And not a knowledge that divides this world and God, darkness and light, into two eternal opposites. И не знание, не такое знание, которое разделяет мир и Бога, как две вечных крайности, противоположности. It is this integral knowledge and love that is embodied in Savitri. И именно вот это всеобъемлющее, интегральное знание и любовь и воплощены в Савитри. Just a brief description of what Savitri is also in Savitri on the next page. Что такое Савитри, описано вкратце, можно сказать, как раз прямо на следующей странице, самой Савитри. Page 232. Страница 232. If anyone ever asks what is Savitri, it is there in Savitri. Если кто-то когда-то спрашивает, что такое Савитри, то вот здесь в самой Савитри это описано. Transfigured were the fixed schemes of reasoning thought, arousing consciousness in things inert, he imposed upon dark atom and dumb mass the diamond script of the imperishable, inscribed on the dim heart of fallen things a pained song of the free infinite, and the name foundation of eternity, and traced on the awake exultant cells in the ideographs of the ineffable, the lyric of love that waits through time, and the mystic volume of the book of bliss, and the message of the superconscient fire. This is Savitri.
преобразились схемы костной мысли. В вещах инертных, воскресив сознание, он в темный атом и в немую массу, и в сумрачное сердце падшей яви писал нетленного блестящий росчерк, свободы бесконечного пиано, святое имя, вечности основы, и письменами несказанного на пробужденных клетках начертал любви всевечной, пламенную оду, мистическую повесть благодати и огненное слово сверхсознания. It is the story of love that has gone into the darkness of creation to bring it out of its darkness and unconsciousness and falsehood and death. Это история о любви, которая нисходит в самые недра мрака, чтобы спасти, вызволить это падшее творение и вернуть его из состояния неведения, тьмы, страдания, лжи, смерти. It is the message of the divine, of the superconscient to our hearts to awaken to this love. Это послание, откровение сверхсознания, божественной любви, послание для наших сердец, чтобы to this love, чтобы пробудить наши сердца к этой любви. Вот что такое Савитри. This love which alone has the power to transform all things. И только эта любовь обладает силой, способностью преобразить все здесь. I'll just read one passage, then either we can have a break because before everybody goes off to sleep, or we can have question and answers. Прочитаю еще один отрывок, и затем мы либо прервемся, чтобы уже все окончательно не уснули. And we'll continue it because there is a lot of things Shri Aurobindo has said on this issue. Затем мы продолжим, поскольку Шри Ауробиндо сказал очень многое по этим вопросам. So we have a similar passage in the vision and the boon. Where he sees the future, the image of things that are going to come. He sees the future, but not the way we see it. We see it based on appearances, we project into the future. But Shri Aurobindo does not see from there. He sees from timelessness, from a state where all the three, past, present and future, coexist. And from that poise, he sees the future. So what does he see? Здесь Шри Ауробиндо описывает будущее, то, что он провидел. Но это будущее не так, как видим его мы. Мы основываемся на вот этих видимостях и проецируем их в будущее. Шри Ауробиндо же видел будущее из вневременного, из планов вне времени. И оттуда можно видеть прошлое, настоящее и будущее одновременно, как сосуществующие. И вот из вневременного состояния Шри Ауробиндо провидит будущее и дает его описание. Page 343. It saw from timelessness the works of time. I'll read out. Page 343. It saw from timelessness the works of time, overpassed were the leaden formulas of the mind, overpowered the obstacles of mortal space. So mind veils reality, mind veils everything, and we can see only things up to a certain point, distance. So Ashupati or Shri Aurobindo's vision had overpassed these obstacles of space and time. Здесь описывается видение из вневременного. Оно взирало из вневременья
на труды времени, были превзойдены жесткие свинцовые формулы разума, и он превозмог все преграды смертного пространства. The unfolding image showed the things to come. И раскрывающийся образ явил то, что грядет. So what does he see before the coming of this new creation? He sees something which we are witnessing today. И он Before the coming of the new creation, what does he see? еще до прихода нового творения он уже видел то, что мы наблюдаем сегодня. Every day we experience that before the sunrise, night is darkest. Каждый день мы можем наблюдать, что перед рассветом ночь бывает самой темной, то есть самое темное время ночи перед рассветом. A giant dance of Shiva tore the past. There was a thunder as of worlds that fall. Earth was overrun with fire and the roar of death, clamoring to slay a world his hunger had made. There was a clangor of destruction's wings. The Titan's battle cry was in my ears. Alarm and rumor shook the armored night. Былое смел гигантский танец Шивы. Был гром, как будто рушились миры. Огонь грозил испепелить всю землю. Над миром разносился смерть и рык, пришедший растерзать свою добычу. И лязг ужасных крыл уничтожения. Я слышал вопль воителя Титана. Нават и молвь терзали латы тьмы. All the past values, even the highest and the very best, they will be brought down in time to come. Все высшие ценности, даже самые высокие и прекрасные, все во времени, которое должно было прийти, все это было сокрушено. Even the best that the old world could give is nothing compared to the new creation which Shri Aurobindo wants us to manifest. Даже лучшее из того, что может дать этот мир, это ничто по сравнению с тем, что стремится проявить на земле Шри Ауробиндо и для нас. Could the highest type of ape ever conceive of what man could be and man could do? Представьте, мог ли даже наивысший, самый развитый представитель обезьян помыслить о том, что смогут делать люди, человеческие существа, каких совершений они могут достичь. When we think of superhumanity, we often think of an exaggeration of human qualities. Когда мы думаем о сверхчеловечестве, мы обычно или часто представляем его просто возвеличивая человеческие качества. But it is not that, it is a complete and radical change. Но оно не будет являться таковым, это будет следствие полного и радикального изменения, преобразования. So along with this battle and destruction of the old, he sees the coming of the new. И вместе, видя вот это сражение и разрушение прошлого, он видит также и приход нового. I saw the omnipotence flaming pioneers over the heavenly verge which turns towards life, come crowding down the amber stairs of birth, forerunners of a divine multitude. Out of the paths of the morning star they came, into the little room of mortal life. Я узрел всевластного посланцев, пылающих его первопроходцев, что из небесных сфер навстречу жизни спешат янтарной лестницей рождения. Предвестники божественного сонма,
С путей далеких утренней звезды они пришли в каморку бренной жизни. So divine has a very interesting strategy to change the world. Божественно очень интересная стратегия по изменению этого мира. We like to change government, systems, methods, technology, processes. Мы любим менять правительство, системы, процессы, технологии. Divine simply changes the children. А божественно просто меняет детей, которые хотят сюда прийти. So all over the world today we see children who hate hypocrisy. И сейчас просто повсюду в мире мы видим детей, которые ненавидят лицемерие. Who are born with a cry for change. И которые рождены с внутренним криком, воплем об изменении. Who are naturally as if born into a sense of unity, a larger unity. Которые словно бы рождены с ощущением, с чувством, восприятием большего единства, всеобщего единства. These are the future and not the priests or the politicians. И вот в них будущее, а не в священнослужителях и в политиках. The new world will not come through an act of legislation. Новый мир не придет через какой-либо правительственный указ. Or a bill passed in the parliament. Или через какое-то голосование в парламенте. It is being born in the hearts and minds of people. Он уже рождается в сердцах, в умах людей. It is being born in the hearts of the common folk. Он уже рождается в сердцах простых людей, обычных людей. This is the deeper meaning of this symbol of Christ's birth and Krishna's birth. Именно таково символическое значение и подлинный смысл вот этого символа рождения Христа, рождения Кришны. It is the birth of the divine child amidst the darkness of humanity. Birth of the divine child amidst the darkness of humanity. Birth of Christ and Krishna. Это рождение божественного ребенка среди обычного человечества, в обычном человечестве. So these are the children he describes further. These sun-eyed children of a marvelous dawn, the great creators with wide brows of calm, the massive barrier breakers of the world. Today's children, you give them a limit and they will cross it. Узрел я их, сошедших в смутный век, чад солнцеоких, дивного рассвета, творцов с челами ясности безбрежной, богатырей, крушащих цепь мира. Дети сегодня, если вы чем-то их ограничите, поставите перед ними какое-то ограничение, предел, они перейдут его, перешагнут. If we were drawn a line, don't step beyond, we would listen Если нам obediently. в детстве говорили, вот черта, не переступай за нее, мы покорно слушались. But for today's child, if you draw a line, he must explore beyond. You have given him a challenge. Ребенку говорите, вот черта, не переступай, для него это вызов. Он должен переступить ее. Because nothing is too big for him. Для него ничто не является слишком большим. He is a child of the limitless urge to exceed and excel. Он дитя безграничного порыва превзойти все, превысить все. The massive barrier breakers of the world and wrestlers with destiny in her lists of will. What a wonderful work. If we have to fight, let us fight with destiny. Good challenge for human soul. Богатырей, крушащих цепи мира, борцов с судьбою на арене воли. Что за чудесная задача, если мы должны уж сражаться, то давайте сразимся с самой судьбой. This is another interesting aspect of Savitri, that Shri Aurobindo is not teaching us to be helpless slave of destiny, passing it on to some karma or some God's will. He says man is born to fight and conquer destiny.
И это еще один прекраснейший аспект Савитри, что в ней Шри Ауробиндо говорит нам: вам не нужно быть бессильными рабами судьбы, кармы. Наоборот, вы должны сражаться, вы должны сразиться и победить судьбу, победить предначертание рок. But we cannot do it so long as we remain a creature of ignorance. We have to arrive at that consciousness which Savitri embodies to be able to change fate. И это прекрасный вызов для души, но мы не можем победить судьбу, оставаясь в неведении. Для того, чтобы победить судьбу, нужно обрести то сознание, которым обладает Савитри. И через низведение ее сознания можно преодолеть все и победить все, превзойти все. The laborers in the quarries of the gods, the messengers of the incommunicable, the architects of immortality. Чернорабочих в рудниках богов, их вестников недостижимого, их архитекторов бессмертия. Into the fallen human sphere they came, faces that wore the immortal's glory still, voices that communed still with the thoughts of God, bodies made beautiful by the Spirit's light, not by makeup and other things. Они явились в падший мир людской, лики, что славой вечного лучатся, гласы, что неразлучны с Божьей мыслью, тела, осиянные светом Духа. И эти тела прекрасны не потому, что они используют косметику, макияж, а благодаря вот этому сияющему свету Духа, который они несут в себе. Will the beings of this new creation will be like dry intellectuals or absolutely heartless people who are only living in some kind of a state of detachment? Будут ли эти существа нового творения совершенно сухими интеллектуалами или совершенно бессердечными какими-то созданиями, живущими в какой-то высшей отстраненности от всего мирского? Will they be devoid of joy? Будут ли они жить в состоянии, лишенном всякой радости? Шри Ауробиндо says God has a wonderful sense of humor. Шри Ауробиндо говорит, у Бога чудесное чувство юмора. And we know that he himself had one. И мы знаем, что и сам Шри Ауробиндо отличался удивительным чувством юмора. He says a God that cannot laugh could not have created this universe. Он говорит, Бог, который не умеет смеяться, не мог бы создать такую забавную вселенную. So, what this new creation will be, what kind of children? И что же, чем же будет это новое творение, что же за дети придут? Carrying the magic word, the mystic fire, carrying the Dionysian cup of joy, approaching eyes of a diviner man, lips chanting an unknown anthem of the soul, feet echoing in the corridors of time, high priests of wisdom, sweetness, might and bliss. So where will we know that these are children of the new age? We have to look into their eyes. They will not carry a stamp here that I am the new age child. No. It will be there in their eyes, in their words, in their heart, in the joy that they exude naturally. Можно узнать, что это ребенок нового творения, посмотрев ему в глаза. В его глазах будет радость. Joy. Yes. What else? Joy in their heart. Из Exuding joy. их сердце излучает радость. И вот здесь описание в Савитри как раз, что они несут волшебное слово, мистический огонь, несут дионисийскую чашу радости, близят очи более божественного человека. Их уста воспевают неведомый гимн души. Их стопы, их поступь отдается эхом в коридорах времени. Their tread one day shall change the suffering earth and justify the light on nature's face. Это высокие жрецы мудрости, сладости, могущества, блаженства,
первопроходцы солнечных путей красоты. Однажды их поступь изменит эту страждущую землю и подтвердит свет, сияющий из лика природы. That is why, if we really want to help in the coming of this new age, one project that is very useful and helpful. Если вы действительно хотите помочь приходу этого нового мира, нового творения, то есть один проект, который очень полезен. Is in the field of education. И этот проект в сфере образования. Finally, even as of old, man came behind the beast. This high divine successor surely shall come. Behind man's inefficient mortal pace, behind his vain labor, sweat and blood and tears, he shall know what mortal mind barely does think. He shall do what the heart of the mortal could not dare. Свершится все то, ради чего мы претерпевали наши страдания. Так же, как в древности человек пришел на смену зверю, обязательно придет и этот высокий божественный преемник на смену неуверенной, недейственной поступи, смертной поступи человека, на смену его тщетному, тяжкому труду, поту, крови, слезам. И он, этот божественный преемник, познает то, что вряд ли мог посметь даже помыслить смертный ум. Он свершит то, что не могло посметь, на что не могло осмелиться сердце смертное. The mother gave a message, very interesting message. The future of the earth depends upon a change of consciousness. Мать дала такое очень интересное послание. Будущее Земли зависит от изменения сознания. And the change is bound to come. И это изменение не может не прийти. Оно обязательно должно прийти, совершиться. But it is left to men to decide. Но человеку предоставлено решать, whether they will collaborate for the change, будет ли человек, человечество сотрудничать в этом преобразовании, or it will be thrust upon them by the power of crashing circumstances. Или же это изменение будет навязано человеку силой сокрушительных обстоятельств. So while the world is witnessing crashing circumstances all over, и сейчас, когда мир повсюду видит воочию эти сокрушительные обстоятельства, let us become conscious collaborators of this change. Давайте станем сознательными сотрудниками этого изменения, этого преобразования. So this is, there are so many passages, but maybe if you will want after the break, there has to be selection. So I have no choice. Or if you want some question answers, we to continue, we can do that, or we can take a small break, have a cup of tea, and come back. И таких цитат в Савитри очень много на эти темы, но сейчас, наверное, лучше сделать перерыв небольшой, попить чайку, потом снова прийти, и можно продолжить либо вопросы-ответы, либо вот, продолжить эту тему в Савитри. So we can go for a brief while to the old creation, and then come back to the new creation. Можем ненадолго пойти снова подзаправиться. Прежнее творение, потом вернуться в новое.